Итак, всем доброго утра. Сейчас раннее утро. Я пока еще работаю. Перед вами страстная Лилит. Я хочу подарить практикам очень сильный ритуал. Я долго думала, решала, почти год думала, стоит ли выкладывать это, поскольку я объясняю людям, что приворотом все дела не делаются в этой жизни, это не панацея от всех бед. Но все же есть женщины, которым это нужно, которые согласны на все. Кроме того, есть женщины, которым совершенно не нужна любовь мужчины. Им нужны его деньги, им нужны его связи, его положение. С одной стороны, я это больше понимаю, чем, например, когда вот сходит с ума, люблю, схожу с ума, он меня бьет, а я люблю. Я это больше осуждаю, чем, например, если женщина хочет от мужчины какой-то выгоды в жизни. Поскольку мне мужчин не жалко, я совершенно к этому спокойно отношусь. В конце концов, мужчина обязан чем-то обеспечить свою женщину связью, деньгами, помощью, любовью, сексом, хоть чем. То, что ей хочется. Хотя сейчас женщины самодостаточные, сами прекрасно справляются. В любом случае, хозяин-барин, хочет она этого. Этот ритуал должен быть очень дорогим для человека, который придет к вам заказать. Объясню почему. Во-первых, потому что вы не обязаны всем подряд это делать. Это уносит огромную силу. Может быть, после этого ритуала 1 день, 2 вы будете отдыхать. Если не больше, смотря у кого как. Во-вторых, потому что вы никому не обязаны возвращать Васю, Петю, потому что они ревут и плачут. Мы тоже много плакали в жизни, кто-то нам помогал просто так. В-третьих, потому что Лилит – это та богиня, которая требует большого откупа, иначе возьмет с вас. В-четвертых, потому что это ваша работа. И в-пятых, потому что женщина, которая придет к вам это заказывать, должна очень сильно этого хотеть и долго думать. И та, которой это не особо-то было нужно, которая надеялась на халяву, поняв, что за это нужно много отдать, задумается, может быть, это ее и спасет, собственно говоря. Правильно? На чем основан этот ритуал? Этот ритуал основан на древнем шумерском поверье, может быть, даже не поверье, а обряд такой, определенный религиозный, древний обряд, языческий. Да, кстати, статуя Лилит, если будет, прекрасно. Если будет страстный Лилит, еще лучше, хотя это редкая статуя. Но в любом случае, если нет статуи Лилит, поставьте огромную красную свечу в знак страсти. По сторонам 3 свечи, как треугольник. Внизу маленькие свечи красные, они просто сейчас горят, поэтому сильно не видно, они такого розоватого типа красные. Пусть преобладает красный и черный цвет. Впереди тоже красная свеча, но поскольку у меня свеча черная, которая плачет кровью красной, я предпочитаю работать с этой свечой. Красное вино, желательно полусладкое, сигареты, то есть сигарета одна, которую вам придется курить. Кстати, я вам хочу сказать, что есть у ведьм такая привычка раз в год взять и ни с того ни с сего закурить сигарету, если они не курят. Или взять ни с того ни с сего выпить бутылку пива. Знаете, откуда это идет? Силы через вас хотят насладиться тем или иным продуктом, вот вкусом, запахом. И не заставляют вас это делать. Вот как у беременных бывает бзык. Взяли, вот съели что-то, все, и больше не хотят, неинтересно, интерес пропал. То же самое. То есть привязки к этому нет, привычка не бывает после этого. Обычно люди боятся курить, думая, что если они закурят, они привыкнут. Да, простые люди привыкнут.
Но нам это не грозит. Поэтому у нас бывают такие моменты, и в данный момент в этом ритуале, закурив один раз, с вами ничего не случится. Если вы хотели бросить курить, и как бы это для вас будет как соблазн, то мне очень жаль, потому что без курева не обойтись. Придется вам закурить. Если женщина придет к вам, сажайте напротив себя вон туда. Вы говорите, она повторяет. Читать это нужно 6 раз. Откуп за этот ритуал должен быть 6. 6, 6, 6. 60 660 рублей с чем-то. Либо 600 тысяч. Я не знаю, сколько вы оцените свой труд, но цените высоко. В любом случае 6. Цифра 6 должна присутствовать. Запомните, она своенравная богиня, она как кошка сама по себе. Она исполнит, но если женщина глуповата и будет каждый день плакать, ну когда, почему она не делает, а что, то ничего не получится. Она может наоборот взять и все к чертовой матери разорвать. Поэтому работайте с адекватным человеком, с адекватным, понимающим, который понимает, что богам и духам приказывать невозможно, что мы всего лишь посредники между ними и людьми. Мы делаем, все остальное человек сам должен уже свою жизнь вернуть и менять. Кроме того, мы не можем указать и приказать, поэтому не существует ни сроков, ни гарантий. Гарантия – это наше доброе имя. Чем больше людей благодарит нас, тем больше гарантий того, что то, что мы делаем, получится. Начнем. Итак, по древней шумерской традиции, когда женщина очень желала мужчину, не могла получить, то она просила богиню Лилит в храме, относила, оставляла жертву и просила совета. Говорят, что ночью наяву или в видениях, или во сне приходила Лилит и предлагала такой договор заключить с ней. Она отдает в руки душу и сердце мужчины, этой женщине, но время от времени она будет приходить и через ее тело получать наслаждение от этого мужчины. То есть, извиняюсь за выражение, прямо скажем, переспать с ним, но через тело этой женщины. То есть, если вы проведете это для человека, вы должны объяснить, что иногда может случиться так, что вы не будете помнить, что у вас было ночью. Хотя довольные глаза вашего мужа вас удивят. И его влюбленные глаза, он больше никого не увидит, кроме вас. Потому что такой страсти, как у богини Лилит, нигде нету. Она считается богиней секса, похоти, любви. А мужчине, честно говоря, дорогие женщины, конечно, чистота, порядок, это все прекрасно. Да я вам скажу по секрету, для мужчины секс на первом месте. Ну, как ни крути. Можно, конечно, душу, глаза, там, руки, все это хорошо. Но без секса это пропадает. Это все бессмысленно для него. Учтите это просто. Я не говорю, что вы должны как похотливые сучки прям бегать везде, но если вы хотите удержать возле себя мужчину, вы должны развиваться в этом отношении, вы должны быть женщинами. Даже если вы деревянные, делайте вид, что вам очень прекрасно. Ну, не так, чтобы соседи милицию вызывали, конечно. В меру. Итак, и женщина заключала с ней договор. Она соглашалась на то, чтобы Лилит иногда входила в ее тело и через ее тело имела отношение с ее мужчиной. То есть в этом деле два аспекта. Во-первых, она, как богиня страсти и похоти, отдает мужчину в рабство любви, в сети этой женщины навечно, да? Ну, насколько она захочет, собственно говоря. Я уже говорила, это не приворот, это хуже, чем приворот. С другой стороны, она помогает женщине время от времени такое вытворять, что мужчина больше ни на кого смотреть не может.
Он просто не может ни с кем найти то удовлетворение, которое находит с ней, поскольку внутри нее иногда перемещается и живет Лилит, сама богиня похоти. Понимаете, что это такое за похоть? Это какого типа похоть должна быть, чтобы у мужчины волосы дыбом во всех местах? Итак, дорогие друзья, ведьмы – это те женщины, которые не лицемерят. Надо наказывают, надо помогают, надо делают приворот, надо удерживают, уговаривают, отговаривают и так далее. То есть мы смотрим очень глубоко. У нас взгляд не примитивно, бабский. Мы не совсем земные женщины, чтобы по-земному рассуждать. У нас масштабное мышление. Итак, это порабощение полное мужчины. Правильно все сделаете, будет у вас раб. Курить нужно половину. Ох, убил бы меня кое-кто, если бы был тут. Да ничего бы не сделал. Я как кошка сама по себе, сама решаю. Хочу пью, Марусь, хочу не пью, Марусь. Это мой лозунг по жизни. Не родился еще мужчина, который меня себя подчинит. Никогда. Только равные отношения. Или доминантные с моей стороны. Так тоже неплохо. Это тоже я могу принять. Еще один вариант, который меня устроит. Вам нужно покурить половину. Извиняйте, не могу быстро. Поэтому придется немного переждать. За это время проведем приятную беседу. Итак, женщина, которая придет к вам, сядет напротив вас, вы говорите, она повторяет 6 раз. Если делает заказ человек на себя и на любимого, положите фотографии и говорите, для кого просите и кого просите. Я думаю, что не мне вас учить. Вы уж там сами разберетесь, как имена называть. Для этого-то дай руки, сердце, там, душу, это, там, например, Маруси в руки дай Пете на сердце и душу. Красивая статуя, правда? Как раз в тему. Сегодня очень много работала, ужасно устала. Но ничего страшного. Сегодня меня пару человек облаяли, пару человек я облаяла, и весело стало на Руси. Вот такие дела. Ну, я говорила, всем могу я. Я никогда никого не трогаю. Я действительно никого не трогаю, никогда. Нигде вы не увидите, чтобы я кому-нибудь написала гадости, хотя иногда такую хрень вижу по этим каналам, такую херню, извините за выражение. Но я никогда не напишу об этом и не скажу, пока меня не тронут. Я всем говорила. Если вы меня заденете, то я вас расчленю. Интеллектуально. Если не заденете, учите чему хотите, хоть молиться святому огурцу. Поэтому облаяли меня, и я облаяла. И так хорошо. Так, сигарету половину покурили, половину оставляем, господа товарищи. Вот так, рядом с ней. Потом в конце ритуала половину вина выпьем, половину оставим. Если, опять говорю, если человек приходит напротив вас садиться, естественно, даете ей выпить половину вина. Если вы делаете для женщины, которая далеко, и по фотографиям вы это делаете, то половину вина вы сами выпиваете, половину оставляете точно так же. Здесь главное, то есть заключить союз. Но поскольку она вам доверяет этот союз от ее имени заключить, да, то вы заключаете от ее имени союз. Но вы должны женщине четко, ясно объяснить, что вот этот момент, когда она не помнит, она должна своему мужчине объяснить, как умопомрачение от страсти, от удовольствия, от чего-то еще.
Ну, чтобы... Хотя мужчины не верят в это. Вообще все мужчины, которые захомутенные идут в ЗАГС через приворот, свято верят, что это они сами так решили за 3 дня переписать на нее все имущество. И какая-то магия, фигня, все это сказки, не существует бабушкины сказки, ничего такого нет. Это я сам полюбил, вот, и я сам за 3 дня переписал весь бизнес на нее. Просто вот судьба такая была. Хотя у него никто даже гроша бы не напросился. А тут он сам отдал, добровольно. Добровольно надо. Но он готов поклясться, что магии не существует. А это прекрасно, это хорошо. Вы знаете, когда овец на заклане ведут, они тоже не думают, что их сейчас зарубят. К сожалению, увы. Итак, начнем. Темной ночью, тени сгущайтесь. Кстати, я извиняюсь. Я благовоние поставила, мускусный запах. Вы можете мускусный орех окуривать, если есть такое желание. У меня есть готовые благовония мускусные, поэтому я поставила. Ее любимые запахи: мускус, орех и так далее. Это очень сильное божество. Относитесь к ней с уважением и хорошо подумайте, потому что она капризная леди. Если что-то ей не понравится, пиши пропало. Но самое главное, если получится, все остальное уже можете не бояться. Значит, дальше тоже будет хорошо. Самое сложное это в начале, чтобы она согласилась на это условие. Начнем. Темной ночью, тени сгущайтесь. Призраки ночи, воедино собирайтесь. Я славлю княгиню демонов. Славься, 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 Амма Лилит, госпожа великая, страстная матерь, повелительница тайных желаний. О ты кровавая, пучина страсти, о ты сводящая с ума, о ты манящая похоть. О, тяни его в пучину похоти и страсти, внуши ему тайное желание, своди с ума. О ты крылатая, демоница, кровь моя по венам бежит, мою страсть и похоть ему передай, его душу тяни, мне в руки отдай, плени его, плени и мне передай. Веди его во тьме ночи, чтобы терпеть тоску не было мочи. Пусть от страсти сходит с ума. Управлять им желаю я сама. О, Амма Лилит, Аве, Аве, Аве Глория. Возношу тебя хвалу, страстная, похотливая, огненная черная страсть. Горит огонь, жарит его сердце. Лилит великая, Лилит страстноликая, сладострастная, телом прекрасная, душой жестокая. О, Амма Лилит, Аве, Аве, Аве Глория. И жарь его душу по мне, крути сердце на вертеле, пусть во сне меня видит. И наяву мною бредит, кричит от боли, извивается, ни с кем, кроме меня, не знается. Не лезет пусть кусок в горло, вода уксусом станет. Все силы его ко мне пусть тянут. Амма Лилит, Аве, Аве, Аве Глория. Сушняк начинается, жуть. О, рыжевласая, о, огнеглазая, о, матери демонов, госпожа желаний, похотливая, горделивая, разожги костер в душе его, отдай мне в руки сердце его, мною пусть дышит, всюду меня ищет, мое слово для него закон. Сделай его моим рабом, он мой слуга, я над ним властитель, царь и повелитель. Исполни просьбу, о великая княгиня Лилит, и страстью своей я тебе воздам. И через мою человечью плоть приходи к нему, и через меня им овладей в желанную ночь, когда пожелаешь. Вот тебе мой откуп.
Просит тебе твоя верная дочь. Страстью и похотью я отдаю тебе откуп. Ты мне его, страсть и любовь, я тебе свое ложе по твоему желанию уступаю, когда ты пожелаешь. На то мы решим и союз заключим. Да случится так, как мы захотим. Стань моей союзницей, великая Матерь. Изволь его душу мне в руки отдать. Слово свое исполню. Клянусь, свершилось, заклято. Заклято, заклято. Читаем 6 раз. Крутит, вертит. Читать это испытание, я вам скажу. Такое ощущение, что просто тебя по всей комнате размазывают. Во славу твою поднимаю бокал. Заключен наш союз между мной и тобою. Не нарушу, клянусь. Аве, 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 амалилит, Глория. Половину выпили, половину оставили ей. Свечи можете погасить, оставьте алтарь часа 3. Вот это все должно войти в действие, вот этот весь колдовской механизм. Если есть фотографии, то с фотографиями оставьте. Если для себя делаете, понятное дело. Здесь фотографии очень желательны, потому что получится лучше. Хотя если образ держать любимого, она и так умеет читать и видеть. Она уже знает, зачем, с чем, для чего, почему вы к ней пришли. Вы только подумали, а боги и силы уже знают, дорогие мои. Иногда они сами вас приводят к этому. Если Лилит нужно свежее мужское тело, новые ласки, она вам приведет.